Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня, как всегда, у меня новый хобби-влог, и кому интересно, оставайтесь со мной, приятного вам просмотра! Сегодня я раскрашиваю волшебный мир Средиземья Толкина. Мы красим здесь вместе с Оксаной. Ссылка на канал Оксаны всегда в конечной заставке. Проходите, смотрите, знакомьтесь, кто еще не знаком. Я помню то время, когда я только купила эту раскраску. Она еще была, естественно, не заполнена. Я ее перелистывала с огромным удовольствием. Мне очень нравилось. Но сейчас, не знаю, с каждым разом ее все еще более интереснее перелистывать, потому что она заполнена. Ну вот, как видите, сколько уже здесь заполнено страничек. То есть довольно-таки много. В августе вот это, в сентябре эта иллюстрация была. И вот это на октябрь. Мы с Оксаной прям по порядку раскрашиваем. Кто впервые на канале, сразу скажу, что я не читала книгу, не смотрела фильм, и я раскрашиваю именно так, как мне хочется. То есть вот, чтобы потом я перелистывала, чтобы все было ярко. Вот. Хотя, знаете, вот чем больше раскрашиваешь, тем больше, ну, чему ты учишься. И вот я сейчас, например, перелистываю, я понимаю, что где-то я больше бы добавила теней, и вполне вероятно, что я это сделаю, потому что мне это понравилось. То есть, ну, как бы, вот. Но в целом, вот с огромным удовольствием листаю, мне очень нравится. Ладно, давайте приступим. Как вы знаете, где можно задействовать мэджики, я всегда их задействую в первую очередь. Ну, как правило, больше всего я люблю коричневый цвет, но здесь так вот на первый взгляд я не вижу, что можно им раскрасить. По-моему, здесь нет ничего, вот тут вот будет. Также я всегда для зелени, для неба использую манделузы, хотя я уже не в таком восторге от них, как была изначально. Но все-таки я их здесь использую, где-то они протекают. Также я здесь использую акварель с белилами, белые ночи, да и Виста Артиста я иногда использую. Протекает немножко, ну ладно. Я взяла, как всегда, два любимых мэджика, это Кохенур и Isfix Price. Они разные, этот потемнее, этот посветлей. Ну и в общем... приступлю. Тени я уже буду, конечно, добавлять за кадром, когда все раскрашу. Так. Сейчас. Угу. Пыталась сообразить. Здесь, наверное, я еще пройдусь блендером. Манделузами я еще крашу обувь, сумки, вот эту вот часть. Ну вот здесь то, что протекло, как видите, не страшно, потому что здесь я вот как раз белыми ночами и Виста Артиста раскрашивала, протекло, но здесь тоже будет серый цвет, так что все перекрывается, это не так страшно. Даже если вот здесь там небо и где-то чуть-чуть протекло, тут будет серое, серое и синее, оно сочетается, перекликается. Я за это даже не волнуюсь.
В Питер я не стала брать эту раскраску, ну, потому что по формату, во-первых, она большая, а во-вторых, у меня именно была такая идея, что те раскраски, которые возьму, я буду раскрашивать по нескольку возможных иллюстраций, а здесь мы все же по порядку красим, мне не хотелось. Нет, ну я могла, конечно, раскрасить там, не знаю, на этот месяц, а эту на следующий, и показать ее в следующем месяце, и так можно, как бы абсолютно не страшно, но, честно говоря, как-то не входило это в мои планы, поэтому я брать ее не стала. Я знала, что, ну, приеду, раскрашу. Другой вопрос, что я планировала пораньше вернуться, но опять же время у меня полно. Как вы знаете, я за август раскрасила и на август, и на сентябрь в связи с отъездом. Ну а на октябрь я стала красить в сентябре, но у меня тоже получится, я так думаю, что все, что я раскрашу на октябрь, займет у меня всего 2 недели, потому что и в Питере я раскрашивала не каждый божий день, но так это активненько. Вот, ну и сейчас здесь дораскрашиваю. Тем более я планирую все-таки довыкладывать, наверное, хотя бы частично видео о коллекции раскрасок, потому что я отсняла около 20 частей еще в апреле. И когда вот я в тот раз ездила в Питер, я немножко выкладывала. Сейчас я только, по-моему, я вообще, по-моему, в эту поездку не выкладывала. Ну, посмотрим. Потому что те видео у меня как бы такие, знаете, на всякий случай, скажем. Когда нечего выложить, вот тогда я и выкладываю. Конечно, интереснее было бы смотреть серию за серией, но обычно у меня так и происходит. Но поскольку тогда я снимала, мы же помним, вообще непонятно, что было бы, ну, что ожидалось там с Ютубом. Я из этих соображений снимала, думаю, в случае чего смогу выложить. Ну и сейчас у меня пока такое ощущение, что вот надо выкладывать уже, но все же не очень активно, как-то так, попридержать. Ну что, вот так вот получается. Когда я пройдусь блендером, я думаю, будет еще лучше. К слову, блендером можно пройтись уже сейчас. Ну, здесь в основном блендер нужен именно если где-то что-то я не прокрасила, цвет сразу вот, да, растянется. Плюс переходы, конечно, становятся более плавными. Блендер этот очень хороший, но он хорошо работает с этими карандашами, с другими тоже работает, но не со всеми, не на каждой, наверное, бумаге, не для всех обстоятельств. Но то же самое можно сказать и про другие блендеры. Вот. Поэтому всегда хорошо иметь разные, если есть возможность. Ну вот, например, призмы, они ложатся поверх даже блендера, что мне очень
Я не знаю, блендер от карандаш буду я сверху наносить или не буду для блеска, а потом еще салфеткой. Но пока не знаю, в теории можно. Так, я думаю, что серый сейчас еще пригодится. Пораскрашиваю вот здесь. Сейчас. Тут вот я сделаю более светлый. Посерединке будет потемнее. Тоже будут тени. Все дела. Здесь будет, мне так кажется, хорошо вот этим более темным, но не сильно нажимать. И потом вот эти вот моменты как раз пройтись блендером. Здесь посильнее нажатие. А вот это я бы даже, наверное, чередовала. Темный и светлый. Увлекательный процесс. Угу. И вот так. А дальше светленьким. Такой какой-то синий-серый. Сейчас я в другом ракурсе покажу, как получается. Тоже тут все потом затемнение добавится обязательно. Вот так получается. Ну и то же самое здесь. Значит, темное вот тут. Здесь светлое. Извиняюсь, что у меня ногти не накрашены практически вообще. Точнее, вообще не накрашены. Я даже не наносила прозрачный лак. Мне не хочется. Мне почему-то так больше нравится, хотя я вижу косяки, но мне так нравится. Даже не в смысле, что мне лень, просто я так хочу. Так, ну давайте пройдемся тогда опять же блендером, но вот здесь я буду аккуратно, потому что здесь будут, естественно, не призмы, поэтому поверх карандаш уже не ляжет. Хотя, если что, всегда можно чем-нибудь слой блендера соскрести. Но зачем себе усложнять жизнь? Заморачиваться уж лучше чем-то действительно стоящим, а не исправлять собственные глупости.
Поэтому тут я так поаккуратнее пройдусь, где это возможно. Угу. Вот смотрите, как хорошо получается. Вот. То, что надо. Так, теперь я возьму Монделузу, но, как всегда, для этой раскраски я беру маленький набор, который 12 цветов, потому что здесь основные такие цвета, и которые я прям на постоянке использую. Так, вот здесь я все раскрашиваю, как и везде, стандартненько. Вот так вот. Такое использую сочетание. Потом, естественно, размываю. Сейчас надо будет водички налить. Хотя можно использовать-то и кисточку с резервуаром на данный момент. Так, пояс, пожалуй, я сделаю вот такой же, с такой же расцветкой. Так, где моя кисточка? Как интересно. Знаете, это очень интересно, куда делась вода. Я просто в Питер брала свою любимую кисточку, я точно наливала вроде бы туда воду, ее там нет. Ну и ладно, раз ее там нет, значит, я беру свою любимую совушку, пойду за водой. Так, сходила на кухню, набрала воды, ну и тогда я размою. Так, аккуратненько. Ну, по крайней мере, постараюсь аккуратненько сделать. Вот. А дальше я сейчас буду раскрашивать кожу, в общем-то. Ну, а как вы знаете, я так кожу по-простому беру телесный цвет, раскрашиваю, ну, а потом могу где-то что-то затемнить, а могу и не затемнить. Так. А это пусть пока сохнет. Ну я сейчас еще раскрашу обувь, потому что я ее раскрашиваю тоже монделузами, а потом уже перейду к коже, к волосам. Так, собственно, я использую коричневый цвет и тоже... Какой я? Красноватый или оранжевый? Нет, вот эти сочетания, как правило, использую. Значит, ну, по большей части идет вот этот цвет. А вот тут вот я добавляю, и немножко вот здесь это добавляю красный. Ну, здесь аналогично. Тут красноватый, а вот здесь
Подошву, может быть, наоборот, даже добавлю либо оранжевый, либо коричневый. Еще чуть-чуть. Я не могу понять, там тоже ботинок или что там. Вот единственное, что это, да, я не очень люблю вот такие моменты непоняток, когда ты пытаешься понять, что там вообще изображено. Мне вот нравится сесть и раскрашивать, то есть четко видеть, что вообще на иллюстрации. Ну ладно, что есть, то есть. Так, ну что, вроде бы ботинок больше нет. Так, и сумка. А вот, кстати, сумка. Здесь такой рисунок. Во-первых, вот здесь я одежду пропустила. И у сумки такой же рисунок, поэтому я думаю, что тоже надо по этому принципу раскрасить. А вот здесь этим цветом. Застежку потом можно взять берлинга металлик или биджи металлик, неважно. Ну что, буду тогда размывать. Так, потихонечку. Ну ладно, начну тоже с зелененького. Вот здесь. Я стараюсь водички брать поменьше, потому что все равно бывает протекает на ту сторону, но, знаете, чтобы не злостно. Уж совсем не хочется портить, потому что когда протекло немножко, это все можно исправить, перекрыть, а когда уже действительно насвинячено, то обидно. Так. Ну вот, когда вот эти два цвета, такой малиновый, я бы сказала, и, ну, бордовый, что ли, и коричневый, так вот размываешь, все это очень даже гармонично смотрится, прям хорошее сочетание, поэтому я его всегда уже использую. Проверенное, надежное. Это если кому интересно, коричневый у меня такой номер 30, и второй карандаш это 132, вот они два. А зеленый я использую 26. Тоже в сочетании со 132 номером. Ну, мало ли кому-то это пригодится, будет в помощь. Вдруг. Потом посмотрим, что там с обратной стороны протекло или нет. Но вот здесь все же, конечно, лучше использовать обычную кисточку, не с резервуаром, потому что я вроде, ну, у меня нормальная, хорошая. То есть вот, например, пинтель, которая стоит, ну, может быть, не очень дорого, но и не дешево, да, она мне не понравилась совершенно. А первая кисточка с Алиэкспресс дешевая, которую я когда-то брала вот просто так, чтобы была, я тогда и даже не пользовалась. Могу сказать, что она оказалась очень хорошей. Но вместе с тем, вот, ну, там, где может что-то протечь, лучше использовать обычную кисточку,
потому что все-таки подачу воды, да, там сложнее регулировать, а здесь можно и промокнуть и так далее. Это все равно на 100% не гарантирует, что ничего не протечет, но все-таки будет абсолютно точно меньше. Вот. Давайте посмотрим, что у нас с обратной стороны. Нет, вроде бы ничего вообще не протекло, потому что это уже, по-моему, так и было. Ну-ка. Да, и даже это вот здесь, вот в этом районе, так что... Дальше, когда высохнет, можно будет тоже где-то что-то в конце затемнить. Ну, а сейчас я уже начну раскрашивать кожу. В принципе, чтобы дело как-то двигалось, возьму не самый удачный, да, набор. Это вот такой, но я целенаправленно брала. Так как, во-первых, я понимала, что я не буду никогда раскрашивать, ну или, по крайней мере, в обозримом будущем у меня нет стремления раскрашивать кожу, как раскрашивают другие девчонки, именно потому что у меня нет к этому стремления. Поэтому я брала недорогой набор, тогда все брали, и я, в общем-то, понимала, что еще и пригодится просто вот большое количество коричневых карандашей, очень даже сгодится. Ну, качество у них, знаете, такое себе. Я вообще поняла, что трехгранные карандаши, особенно из недорогого сегмента, они всегда какие-то такие. Не сказать, чтобы они жесткие, не сказать, что какие-то бледные, но все-таки не супер мягкие. Казалось бы, это всего лишь форма корпуса, но, видимо, какая-то взаимосвязь имеется. Ладно, это видео я буду завершать. Если оно вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, мой инстаграм 3 семерки, рыжая 3 восьмерки. Благодарю вас за просмотр, желаю здоровья, настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров. Всем пока-пока!